Ребята, привет! Сегодня я буду проводить вечернюю тренировку. Жим лежа, а потом жим под углом. Тренировки провожу я как дома, так и в тренажерном зале. У меня сейчас на стойках штанга весом 65 килограмм. И так приступаем. Вес на штанге подобран нормально. Сейчас я отжал 8 раз. В тот период, когда я буду жать, допустим, 9 или 10 раз, я увеличу вес на штанге. И так буду увеличивать до тех пор, пока я буду жать от 6 до 8 раз, может быть 5 раз. И соответственно буду делать 5 подходов. Тем, кто тренируется с большим количеством подходов, я же все-таки рекомендую перейти на небольшое количество раз, потому что по моему опыту сила и мышцы набираются именно таким образом. Конечно, для кого-то может показаться этот вес небольшим. Многие скажут, надо жать 100 килограмм или 110 килограмм. Ну что вы, я жал такие веса, когда мне было 20 лет. А потом сидящая работа. И, соответственно, мышцы расслабились. В какой-то момент нужно собраться и начать развивать свое тело дальше, независимо от того, в какой стадии вы находитесь. А насчет веса, нужно вес подбирать под себя. Не надо соревноваться с кем-то, соревнуйся с собой. Да, сейчас вес на штанге небольшой, 60 килограмм. Но он мне подходит, потому что я делаю до 8 раз включительно. Буду делать больше, увеличу вес. Если не смогу делать, допустим, выжимать такой вес, я буду уменьшать. То есть я буду вес подбирать под себя. Почему? Потому что я не занимаюсь пауэрлифтингом или допустим, хоккеем. Я занимаюсь бодибилдингом. Я строю тело в настоящий момент и соревнуюсь только с собой. Следующий, второй подход. Опять выжал 8 раз. Значит, вес для меня достаточно. На данный момент. Когда мне будет тяжело, я вес уменьшу, а будет легко, я его увеличу. Ребята, еще нужно говорить, конечно, о питании. Белок желательно употреблять 6 раз в день.
Ну, допустим, вы 3 раза едите: завтрак, обед, ужин. Ну и еще 3 раза употреблять протеиновый коктейль, аминокислоты. Это тоже нужно. Стероиды, не употреблял стероиды и не собираюсь, поскольку это может разрушить организм. Зачем рисковать? Если тренируюсь я для себя, именно для своего кайфа. Так, третий подход. Так, вес по-прежнему нормальный. Сделал 6 раз. Так, ну, вернемся к питанию. Сегодня на завтрак я ел 3 яйца с огурцами и с чаем. Ну и небольшой кусок рыбы жареной. На обед я ел курицу с сыром, с маслом. Стараюсь меньше есть углеводов. Сколько углеводов я набираю дополнительный жир, чего не хотелось бы. Ну и, соответственно, ужин тоже будет рыба с огурцами, с помидорами. Ну и между приемами пищи, естественно, протеиновый коктейль. Коктейль я пью как смесь казеинового, молочного и животного протеина. Почему? Потому что он дает возможность избежать чувства голода. В этом протеиновом коктейле есть как быстро усвояемые белки, так средне усвояемые, так и долго усвояемые белки. За счет этого не хочется есть продолжительное количество времени. Следующий подход. Ну вот, сделал 5 раз, следовательно, на следующий подход я убавлю свой вес. Сейчас посмотрим, насколько. Так, то есть я убавлю по 5 килограмм, то есть на 10 килограмм вес будет ниже. Так, для жима лежа упражнений на сегодня достаточно. Теперь я буду делать жим лежа по-другому. Остановлю пока запись, потому что буду изменять наклон скамейки. Или, может быть, я даже и не буду останавливать запись. Посмотрите, как есть.
будем выполнять жим под углом. Для жима под углом, после жима лежа, это слишком большой вес. Сниму 20 килограмм. Оставлю 30. Итак, 7 раз я отжал штангу весом 30, ну я думаю здесь 36 килограмм. Гриф весит вот 6 килограмм и 2 круга по 15 килограмм. Вот. Но вес, конечно, маленький для жима под углом. Это я понимаю. А обычно, когда я жму штангу под углом с самого начала, то есть без сжимов на горизонтальной скамье, я жму с весом 50-60 килограмм. В этот раз я жму штангу с меньшим количеством веса, соответственно, потому что я уже сделал до этого жимы на горизонтальной скамье. Ну что, следующий подход, второй подход. Ну, для второго подхода тоже достаточный вес. Выжил 6 раз. Будем отдыхать. Сделаю еще раз, 3-й раз. И на сегодня со штангой тренировка груди закончена. Буду делать упражнения с гантелями, разводку. Вы все увидите, не торопитесь. Ну что, делаем 3-й раз. Ну что, на сегодня жимы лежа под наклоном закончено. Будем делать разводку с гантелями на скамье под углом.
что сделал 6 раз. Какой вес гантелей? 2 круга по 5 килограмм, 2 круга по килограмму, 25 грамм. Это значит 10, 12, ну и плюс сам гриф килограмма 1,5. Ну, я думаю, гантель общим весом 15 килограмм. Потом я проверю. Ну что, делаем второй подход, развод гантелей. Вот сделал второй подход, развод гантелей на угловой скамье. 6 раз второй подход. Сейчас сделаю третий. На сегодня тренировку груди будем заканчивать. И уже буду приступать к умственной работе. Размещу, естественно, этот видеоролик на канале, чтобы было видно моим подписчикам. То есть, видите, ребята, когда возраст за 50, а мне 54, тело можно развивать. Не надо стесняться, что вы, может быть, не в той кондиции, не тот у вас вес, скину вес и так далее. Зачем ждать? Можно начинать. И, соответственно, выкладывать ролики в YouTube. Затем, чтобы когда произойдет реально сильное развитие, можно сказать: смотрите, перелистните, с чего я начинал. То есть видите, что можно все начинать сначала. Начинаем сначала в 54 года. И это после 3 болезней коронавируса, которые я перенес, начиная с 2019 года. Сейчас уже конец 24-го. Все, тренировку груди на сегодня заканчиваем. Вы видите, что не обязательно быть профессиональным атлетом для того, чтобы тренироваться, выкладывать свои результаты на YouTube. Можно быть просто бухгалтером, главным бухгалтером, аудитором, нутрициологом, как я. Первая профессия была вообще инженер, то есть мои профессии не связаны со спортом. Но мое мнение такое, что спорт необходим. Можно не пить, не курить. Я, кстати, бросил. Не то, что бросил, просто отказался от алкоголя. В 2013 году. Да, меня уговаривали друзья, что да, надо выпить. Но, знаете, если чувствуешь себя не очень, после того, как принимаешь алкоголь, принимать его ради друзей, родственников, я посчитал, что это не надо. Нравится тренироваться, тренироваться в кайф, пожалуйста, буду тренироваться. Если вам не нравится тренироваться, не тренируйтесь, занимайтесь чем хотите. Ну, жду комментариев, каково ваше будет мнение, стоит ли заниматься тем, чем ты хочешь заниматься, или нужно заниматься тем, чем тебе говорят твое окружение заниматься. Буду ждать комментариев, интересно
Как вы думаете, есть возможность начать заниматься спортом после 54 лет или нет? Расскажите свое мнение.